Всем привет, это Влад и очередная порция баек автопутешественника. Это бюст Ганди, который я приобрел в Индии, в городе Ахмедабад, в доме, где он проживал. Философия Ганди «не насилие» нашла много сторонников мирных перемен. Так пусть же все перемены происходят у нас мирным путем. Дело было в Турции. Когда я решил объехать вокруг Черного моря, а затем отправиться в небольшой Балкан-тур, я перед выездом перебрал коробку на желтом. И я, как обычно, все в попыхах делал, и перебрав коробку, я даже не обкатал ее по Москве и отправился сразу в дорогу. Так вот, я проехал всю Россию до юга, я пересек всю Грузию, я въехал в Турцию, и тут у меня начались чудеса, проблемы с машиной. В какой-то момент на трассе ее начала выкидывать на вторую скорость. Все пропало. Я испугался очень сильно, потому что коробка вроде недавно перебрана, еще даже не прошел какой-то срок ее гарантийной работы. Я понимал, что я нахожусь в Турции, в другой стране, и что это может быть, я вообще понятия не имел. Она то возвращалась в нормальный режим, я нормально ездил, то ее пинала, и она больше второй скорости никак не набирала. Вот в таком режиме расходов, в первую очередь, нервов, я добрался от Анкары до Стамбула, где я вынужден был оставить машину, потому что это тот самый случай, когда мне пришлось улететь в Москву ненадолго, оставив машину на парковке в аэропорту Стамбула. И я встретил Новый год в Москве, и все это время размышлял, каким образом привести машину в чувство. Я посвящался с механиком Ваней, который знает машину эту с пеленок. И в результате долгих обсуждений, что же это могло быть, принял следующее решение, как потом оказалось, очень правильное и мудрое, которое купила себя. Мы сделали Ване загранпаспорт, купили билет до Стамбула, и он прилетел туда для того, чтобы прямо на парковке аэропорта открыть капот, изучить всю ситуацию. Но он нашел проблему, и проблема оказалась в проводе, который шел к датчику скорости. Дело в том, что коробку перебирали одни люди, а ставили на место в машину другие люди. И вот когда они ее ставили назад в машину, они как-то пережали этот проводок, и за время маршрута моего от Москвы как раз до Анкары он потихонечку перетерся. То есть это не длительное время было. После чего коробка просто не понимала, какая скорость, и она переходила в аварийный режим. Так вот, прелесть ситуации в том, что Ваня смог, во-первых, распознать эту проблему, во-вторых, там же на стоянке аэропорта он умудрился залезть в недра желтого, отсоединить этот датчик, отсоединить этот провод, накрывшись одеялом. Он перепаял вот этот перетертый конец и таким же образом вставил его обратно. И машина до сих пор без переборок, без ремонтов ездит хорошо. После этого мы с ним пару дней погуляли по Стамбулу, и он благополучно улетел домой. Так вот, я сейчас только понимаю, не сейчас, а вот когда продолжу свое путешествие, насколько это было правильное решение. Ладно, неплохо. Потому что оставлять машину в Турции, в Стамбуле, даже в каком-нибудь замечательном сервисе, где были бы супермастера, ушло бы большое количество времени на то, чтобы найти проблему, а если бы они и поняли, в чем дело, обычно в таких случаях полностью вытаскивается двигатель для того, чтобы добраться до этого проводка, привести его в чувство и поставить назад. Представляете, сколько это могло бы стоить мне сидеть там в отеле, ожидать, пока люди, незнакомые с Хаммером, занимаются переборкой подкапотного пространства. То есть это стоило бы огромное количество денег, нервов. И вот по факту в этой ситуации получилось так, что дешевле было позвать мастера, прилететь ему в Стамбул, починить машину и улететь обратно. Больше таких приключений не было. Единственное, что Ваня теперь мне периодически спрашивает, куда ты теперь отправляешься, нужна туда виза или не нужна, и всегда так подшучивает. Спасибо тебе, Вань, большое за твою помощь и за твою поддержку. Ваня тот человек, который принимает мои WhatsApp-сообщения и в 2, и в 3 часа ночи, и под утро, потому что у нас часто не совпадают часовые пояса, и вопросы могут быть абсолютно любые, и он довольно быстро включается в проблему. А теперь вопрос для самых внимательных. В каком городе начались проблемы с желтым? Случайный комментатор из числа ответивших получит вот такую забавную вещицу, приобретенную в городе Коксас-Базар, где находится самый длинный пляж на Земле. Это Бангладеш. Конец. Ставь лайки, подписывайся, чтобы не пропустить еще больше интересных историй.